Привет, друзья! Я Саша. Добро пожаловать на мой кулинарный канал Cooking Time. У нас сегодня совершенно потрясающий осенний день, такой яркий, теплый, солнечный. И хочется чего-то такого же яркого, теплого, солнечного, осеннего. Сегодня в дело пойдет инжир, фиги. Будем делать брускеты или тосты с взбитой рикоттой, запеченным инжиром. И все это там ароматно, вкусно, невероятно. Следите за руками. Поехали! Духовку сразу разогреваем до 400 Фаренгейта, 200 Цельсия. Инжир моем. И аккуратно разрезаем ножом на четвертинки, но не до конца. Создавая вот такие инжирные распустившиеся цветы. Складываем эти цветы из инжира в форму для запекания. Сверху разбрасываем пекан. Часть я крупно ломаю, а часть прям выкладываю половинками. Вместо пекана можете использовать грецкие орехи, миндаль. По желанию можно добавить какого-нибудь сыра. Мне, например, в сочетании с запеченным инжиром очень нравится либо козий, либо голубой с плесенью. Сегодня использую козий. Тоже кусочками его вот там вот распределяю, где-то между орехами. Мед, такой солнечный, красивый мед. Сверху все это медом поливаем. И орехи, и инжир, и сыр. И еще мне очень нравится в этом медово-инжирном сочетании тимьян. Листочки разбрасываю сверху по всей форме. Я сегодня использую лимонный тимьян, захотелось чего-то такого изысканно оригинального. И ставим всю эту красоту в духовку минут на 35. Тем временем в чашу для взбивания выкладываем рикотту, добавляем немного оливкового масла, хорошего вкусного оливкового масла. Если вам нравится сочетание сладкого и соленого, можно добавить немного соли. И с помощью миксера все это на максимальной скорости взбиваем вот прям минуты 2, превращая в воздушный крем. Если взбиваться все будет плохо, ну бывает, рикотта бывает разная, можно добавить немного сливок для взбивания. И также я заранее в аэрогриле сделал тосты. Они у меня вот такие красивые, мультизлаковые. Достаем форму из духовки, когда инжир вот так красиво подпечется, все красиво подпечется, сыр, инжир. Когда чуть-чуть все подостынет, можно собирать брускеты. На тост наносим щедрый слой взбитой рикотты. Аккуратно берем инжирный цветок из формы, переносим на рикотту, сверху немного зеленых листиков тимьяна и чуть-чуть сбрызнуть вот этим вот сиропом, инжирно-медовым сиропом из формы. Ну как же это красиво, так по-осеннему, по-настоящему красиво. Боже, как это вкусно. Здесь все прекрасно. Инжир, пекан, козий сыр, тимьянинки. Не демьянинки, а тимьянинки. Тоже прекрасно. И все это так гармонично здесь сочетается и так идеально ложится на хрустящий тост. Приятного аппетита. Ты говоришь, предлагаю вашему вниманию брускетту маэстро. Маэстро. Назовем ее просто чайная. Какая прекрасная. Ну слушай, здесь прям все, что я люблю. Офигительная. Офигительная брускетта, да. Такой взрыв вкусов. Здесь столько всего прекрасно волшебного. Инжир. Вот это вот какой-то волшебный нежный крем. Я даже не знаю, не пойму, что это, но это очень вкусно. Взбитая рикотта. И сыр, и фиги. И вот здесь, по-моему, сироп какой-то сладенький. Ну, это сироп из фигов и меда. Очень мне эти фиги нравятся. Офигенные фиги. Всем срочно надо. Каждому по фигу. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео. Я под видео жду ваши лайки. Пожалуйста, не забывайте ставить, это важно. Пишите комментарии, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте. А также подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей сюда зовите, чтобы нас здесь было больше. И чем нас будет больше, тем видео будут выходить чаще. Всем желаю отличного, яркого осеннего настроения. До новой скорой встречи. Пока-пока.